Привет, друзья! С вами Маша. Рада вас видеть на уроке русского языка. Сегодня мы поговорим о том, почему у некоторых учеников нет прогресса при изучении языка, хотя они стараются и посвящают время и силы на изучение языка. Я собрала в этом видео причины, которые, как мне кажется, влияют на результаты и поделюсь с вами в этом видео. Первая причина, очень важная, заключается в том, что некоторые думают, что язык можно выучить наизусть, то есть так зазубрить, вбить в себе в голову, так стараясь запомнить все слова, все выражения, все конструкции силой. Язык так не работает. Чтобы его запомнить, нам нужно практиковать язык, то есть использовать его в разговорах, в устной речи, в письменной речи, создавая тексты. Когда мы используем язык для создания высказываний, для построения высказываний, в этом процессе участвует определенный центр мозга, который отвечает за активацию слов, которые есть у нас в голове. Поэтому когда кто-то мне говорит: я знаю русский язык, я понимаю то, что мне говорят по-русски, я отвечаю: а ты умеешь ответить на вопрос? Ты умеешь сказать или написать что-то по-русски? И мне говорят: не, но я все понимаю. Знание языка не заключается только в том, чтобы понимать. Это супер. Я очень рада и думаю, что прекрасно понимать то, что нам говорят. Но это недостаточно, чтобы владеть языком и чтобы утверждать, что мы знаем язык. Важно не только понимать, но и уметь строить высказывания, выражать свои мысли на этом языке, передавать информацию, а не только ее получать, если мы говорим о процессе коммуникации. Так что идея, что можно просто вызубрить и запомнить все слова языка, не работает, как показывает моя практика. Вторая причина. Ученики думают, что все слова языка одинаковые по важности, что можно просто сесть и учить все слова, как они находятся в словаре, например. Это, естественно, не имеет смысла. Почему? Потому что не все слова языка мы используем одинаково часто. Одни слова выступают в речи, в диалогах, в текстах. Очень часто мы используем их каждый день в большом количестве, а другие слова появляются очень-очень редко. Например, когда мы говорим о конкретных сферах жизни. Кроме того, есть слова, которые просто называют какие-то достаточно редкие концепты, предметы, абстрактные понятия. Или это более книжные слова, которые достаточно часто используются в книжной речи, но не слишком часто выступают в устной речи. Поэтому очень важно, особенно когда мы начинаем изучать язык и строим фундамент, важно обращать внимание именно на те слова, которые очень частотны в языке,
То есть те слова, которые мы используем каждый день, это глаголы, которые называют простые действия, такие как делать, смотреть, читать, готовить, думать, любить, нравится. И предметы, которые мы используем каждый день. Кроме того, важно знать наречие, то есть слова, которые характеризуют время, образ действия, то есть так, как мы делаем что-то. Быстро, хорошо, плохо, медленно, часто, редко и так далее. Когда у нас есть эта база, мы можем использовать эти слова для построения простых фраз. И нам совсем не нужно знать тысячи и тысячи слов для того, чтобы выражать свои мысли. Особенно на первом этапе достаточно владеть каким-то ограниченным количеством слов и научиться с помощью этих слов строить простые фразы, чтобы передавать информацию. Поэтому, когда мы думаем, о боже, я знаю слишком мало слов, важно сказать себе, что хорошо, я еще не выучил или не выучила так много слов, чтобы с легкостью разговаривать на все доступные темы или чтобы выражать свои мысли как носители языка. Но я знаю достаточно слов, чтобы простыми словами передать нужную мне информацию. И пусть это понимание нас мотивирует, чтобы идти дальше и изучать язык. Это важно понимать и помнить. Следующая причина, которая особенно часто встречается у людей старшего поколения, учеников старшего поколения. Они уделяют большое внимание грамматике. Причем они делают большое количество грамматических упражнений, принцип которых заключается в том, чтобы ставить слова в нужную форму, чтобы употребить слова в нужном времени, поставить нужное окончание. Конечно, эти упражнения нам очень помогают. Однако, когда мы практикуем грамматику в таких немножко искусственных условиях, это не всегда равнозначно тому, что мы учимся использовать определенные грамматические формы и конструкции в живой речи, в диалогах или в текстах, которые мы сами пишем. Какая тут альтернатива? Я предлагаю моим ученикам, кроме того, что мы делаем домашнее задание на грамматику, использовать эту грамматику в диалогах, то есть задавать вопросы и отвечать на вопросы, используя определенные грамматические формы. Когда мы практикуем эту грамматику в диалогах, то наш мозг учится использовать эту грамматику в реальной ситуации, в разговоре или в тексте. Поэтому тоже очень важно писать тексты на изучаемом языке. Это нас тренирует использовать грамматические формы в таких реальных фразах, в реальных высказываниях и помогает нам закрепить эти грамматические формулы и грамматические формы. Я также встречаюсь с мнением некоторых учеников, что они не могут выучить язык достаточно хорошо, потому что у них плохая память или
нет способностей к языку. Это очень редко так бывает. Мне кажется, что гораздо чаще причина того, что мы не можем запомнить слова. Нам трудно логически объяснить себе грамматические конструкции, грамматические формы, найти логику в грамматике данного языка. Причина этого не в том, что у нас нет способностей. Я вижу причину в том, что мы не владеем техниками, не владеем методами, которые способствуют запоминанию слов, которые помогают нам выучить слова, удержать их в голове, которые помогают структурировать язык и найти в нем логику, найти для себя. Это методы, которые прежде всего помогают нам установить, создать ассоциации, то есть найти какие-то соответствия между родным языком и изучаемым языком, найти соответствие между словами изучаемого языка, то есть видеть в них сходство, видеть в них одинаковые формы, например, одинаковые суффиксы, одинаковые приставки. Искать эту одинаковость, это нам очень помогает запоминать лучше, идентифицировать лучше новые слова и просто догадываться о том, что они могут значить, какие это категории слов. То же самое касается грамматики. Я думаю, что особенно если мы говорим о носителях языков неславянских, то для них очень важно для себя построить логику русского языка, понять для себя, как работают падежи, почему вообще они есть в языке, чему они служат. И каждый ученик для себя объясняет, как работает русский язык. Этого не найдешь в книге, это невозможно выучить наизусть. Кстати, здесь следует упомянуть еще один подход или такой способ мышления, который не помогает в изучении языка. Язык очень однозначен, и что можно просто переводить с одного языка на другой, потому что язык это такой предмет, который можно перевести. Но это не так. Язык, может, это звучит очень странно, но язык это реально живой организм. Это что-то, что развивается вместе с его использованием людьми. Язык живет своей жизнью. Это что-то, к чему гораздо лучше применить такой подход, как я хочу открывать для себя иностранный язык. Я хочу понять для себя иностранный язык, а не просто это такой фильтр, через который ты можешь выражать те же самые мысли, которые ты выражаешь на своем родном языке. Конечно, можно использовать такой подход, только нужно быть готовым к тому, что если ты просто автоматически переводишь слова, выражения, целые конструкции со своего родного языка на иностранный, то какой-то процент этих выражений, конструкций, фраз будет звучать как минимум очень странно, будет не понят носителями языка, а мы исходим из того, что мы уже знаем, как язык работает, как работает наш родной язык, и мы переносим эти знания на другой язык. Тогда как это другой язык и другой организм. Каждый язык
я бы сказала, это взгляд на мир. То, как мы видим мир в определенном смысле. Это то, как мы реагируем на многие ситуации. И умение открыться новому миру — это важный элемент успешного изучения нового языка. Мой собственный опыт и практика также показывают мне, что язык — это не то, что можно выучить раз и навсегда. Я говорю прежде всего об иностранном языке, который мы изучаем уже во взрослом возрасте, будучи взрослыми, после того, как овладели своим родным языком. Так вот, этот язык не получается выучить раз и навсегда и не использовать потом и через 20 лет опять к нему вернуться. К сожалению, это так не работает. Чтобы поддерживать определенный уровень владения иностранным языком, его важно практиковать, использовать, читать тексты на этом языке, слушать язык, слушать диалоги, смотреть фильмы, слушать песни, быть в контакте с этим языком. И если получается, если есть такая возможность, то, конечно, говорить на этом языке. Только такой контакт с языком и практика в действительности помогают нам поддерживать язык на высоком уровне и сохранить этот уровень. Иначе, к сожалению, я знаю по себе, слова забываются. Конструкции, которые были для нас более трудными, выражения, которые мы не использовали слишком часто, какие-то трудные слова или слова, которые мы постоянно путали. Все это приходит немножко в упадок, и мы все хуже и хуже владеем определенными аспектами языка. Поэтому, друзья, пожалуйста, если вы уже овладели языком на определенном уровне, практикуйте его, насколько это возможно. Используйте язык, слушайте, читайте на этом языке. Даже если нет возможности быть в постоянном контакте с языком, важно инвестировать время и энергию в поддержание определенного уровня языка. И, пожалуйста, вместо того, чтобы негативно оценивать себя и говорить: я знаю слишком мало слов, я недостаточно практикую грамматику, я не говорю прекрасно, у меня акцент. Подбадривайте себя. Скажите: какой я молодец, какая я молодец. Я смотрю видео на Ютьюбе, я посвящаю свое время, я читаю статьи, я слушаю аудиопередачи по-русски. Я нахожусь в контакте с языком. А мог бы этого не делать, я мог бы смотреть ТикТок или телевизор, кто знает. Так что, друзья, сам факт, что вы смотрите это видео, уже очень много говорит о вашей мотивации и желанию быть лучше, говорить по-русски чуть-чуть лучше. Я желаю вам удачи и успехов в изучении русского языка и поддержании его на определенном хорошем уровне. Большое спасибо за внимание, за интерес к русскому языку. Спасибо. И если это видео вам понравилось, пожалуйста, поделитесь им с тем, кто тоже заинтересован в изучении русского языка. Спасибо
И до новых встреч. Пока!